Мое путешествие всегда начинается дважды. Первый раз примерно за неделю до вылета, и только второй в аэропорту. Потому что есть одна вещь, которую я давно перестала от себя скрывать. Я очень тревожусь перед большими поездками. По-настоящему. Особенно, если впереди смена континента, долгий перелет и много часов в небе, где человеку, если вдуматься, вообще никогда не предполагалось находиться. Но мы, люди, почему-то продолжаем туда залезать. И что удивительно, довольно регулярно. Мой первый страх – все предусмотреть, ничего не забыть. Потому что именно в этот раз почему-то обязательно кажется, что паспорта останутся на тумбочке, чемодан улетит в Перу, зарядка перестанет существовать как явление, а ты сама будешь стоять посреди аэропорта в состоянии легкого психического распада. И тут ничего оригинального, помогают довольно простые вещи: сон, прогулка, списки и, самое главное, раскладывание вещей по каким-то совершенно загадочным категориям, понятным только тебе самому. Потому что если носки лежат отдельно от зарядок, от документов в своей специальной папке, жизнь почему-то, мне кажется, немного более управляемой. Второй страх – не поссориться во время сборов с дорогим сердцу человеком, то есть с мужем. Потому что сборы в дорогу – это вообще отдельный психологический эксперимент. Один человек уже морально сидит в самолете, второй еще живет в квартире, и именно сейчас ему срочно понадобился тот самый кабель. Третий, если он есть, вообще не понимает, почему все нервничают. И вот что интересно. Чем лучше люди умеют конфликтовать, тем спокойнее проходят такие моменты. Не отсутствие конфликтов делает отношения крепкими, а способность не убить друг друга из-за переходника и все-таки вместе доехать до аэропорта. Но, как оказалось позже, это была самая простая турбулентность того дня. Самая большая ждала меня уже в небе. Сегодня нас трясло почти 3 часа подряд. И я вам честно скажу, это были очень длинные 3 часа. Сначала все происходило вполне предсказуемо. Паника, сердце колотится, внутренние переговоры сразу со всеми известными высшими силами. Потом я неожиданно обнаружила следующую стадию – злость. Причем такую крепкую, очень качественную. Конечно, на пилотов. Психике обязательно нужен кто-то, кто во всем виноват. Потому что, простите, что вообще происходит? Мы зачем тут все собрались? Летать разучились? Почему самолет ощущается как телега на проселочной дороге? Сижу, возмущаюсь, мысленно даю экипажу очень ценные профессиональные указания и даже периодически замечаю, что почти автоматически жму на воображаемые педали, как будто это хоть как-то может помочь. Потом мы с мужем начали шутить, что просто едем по проселочной дороге, что сейчас закончатся самые большие ямы и где-нибудь впереди обязательно начнется хороший асфальт. И неожиданно это помогло. Стало не так страшно. А потом наступила еще одна стадия, наверное, самая странная, когда психика вдруг говорит: ну хорошо, делайте со мной что хотите, я больше эмоционально не участвую. И почти сразу после этого все закончилось. Самолет перестал трясти, небо стало совершенно спокойным. Я включила фильм и вдруг снова начала получать удовольствие от полета. И знаете, я потом подумала одну любопытную мысль. Кажется, турбулентность страшна не только потому, что самолет трясет, а потому что турбулентность делает очень неприятную вещь. Она буквально за несколько секунд снимает с нас иллюзию контроля. И в этот самый момент становится совершенно очевидно: мы вообще очень мало что контролируем. Ни небо, ни ветер, ни жизнь. И, может быть, именно поэтому мы так старательно проверяем паспорта, складываем вещи по спискам, спорим из-за переходника
И совершенно очевидно, что все это действительно не способно удержать самолет в воздухе. Но как-то помогает удержаться нам самим. Ведь психике иногда очень важно почувствовать, хоть что-то находится в наших руках. Наверное, именно поэтому после любой турбулентности Земля кажется такой удивительно надежной. И вдруг начинаешь замечать вещи, которые еще совсем недавно казались совершенно обычными. Например, как приятно после 3 часов тряски просто идти по ровному полу аэропорта, как спокойно катится чемодан. Иногда мне кажется, что чувство опоры очень похоже на здоровье. Пока оно есть, мы его почти не замечаем. А стоит ему исчезнуть, хотя бы ненадолго, и вдруг оказывается, что нет ничего ценнее обычной земли под ногами. Наверное, именно поэтому после каждой турбулентности мне всегда хочется сделать одну очень простую вещь. Просто немного постоять и почувствовать, что Земля действительно никуда не двигается. Наверное, чувство опоры мы начинаем по-настоящему ценить только тогда, когда ненадолго его теряем. А теперь мне очень интересно, какие отношения с дорогой у вас? Любите перелеты? Или тоже каждый раз ведете с собственной психикой долгие переговоры?